Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас на ремонте телевизор Samsung. Модельку вы сейчас видите на экране, я вслух проговорю. У Е40 должна быть буква Е, но у нас написана буква F, FH5007. А должно быть EH5007. Очень интересно, как бы, что происходит. Так, телевизор я уже немножко подразобрал. Сейчас мы вместе с вами скинем крышечку. Вот, посмотрим, что происходит. Проблема здесь в этом телевизоре, то что у нас нет изображения. Подсветка присутствует, изображения картинки нет. Вот, сейчас мы будем его с вами разбирать, смотреть, разбираться, что случилось, что можно сделать. Клиент сначала думал, что это подсветка, но вместе мы с ним посмотрели при приемке. Подсветка, к сожалению, у нас есть. Проблема в чем-то другом. Вот. Так, крышечку мы скидываем. Вот. Надеюсь, что у нас ничего страшного здесь нет. Так, подсветка у нас пошла мерцать. Ладно, сейчас мы немножко тогда приблизим, чтобы было видно. Вот здесь вот у нас майн плата находится. Здесь у нас далее плата Tecon. Не хочет фокусироваться. Так, продолжим осмотр. Сейчас мы откинем линию ЛВДС, подкинем туда тестер матриц, включим телевизор, ну, в принципе, понаблюдаем, да? Ну, давайте сделаем. Ну, пусть, скажем, видео такое осмотра, диагностики у нас будет такого плана видеоформат. Так, вот смотрите, ну, сейчас я тогда свет выключу, чтобы видно было. Ну, то есть хорошо видно, вот у нас подсветочка зажглась, вот светится. Вот, и, соответственно, нас интересует, что там все-таки, где у нас картинка пропала. Так, тут отсвечивает тоже, да, но на плате Tecon у нас есть проблема. Один светодиод у нас, 3 светодиода установлено, один светодиод не загорается, да? Вот. Пока предварительно проблема, ну, хочется верить, что в плате Tecon, а не в матрице. Вот, и у нас, в принципе, вот такая вот картинка. Видно, не видно? Сейчас положу, чтобы посмотреть. Ах, полосита, конечно, полосит. Полосы есть на экране. Вчера этого не заметил, но есть полосы. Вот примерно вот здесь полоса проходит, она чуть-чуть светлее, не сильно. И, ну да, свет надо здесь тоже выключить. Вот, если чтобы видно было. У нас присутствуют полосы на экране. Так, ну-ка. Вот так. Ага, ну вот, в принципе, градацию сейчас заметно. Вот она, одна полоса. Так. Что делаем? Сейчас отключаем полностью шлейфа от матрицы. Вот, и смотрим, загорится ли у нас наш волшебный светодиод. Он у нас не горит.
Проблема, значит, остается. Пока предварительно, локально все-таки думаю, что проблема у нас в тиконе. Вот, ну сейчас включу свет, потому что надо будет делать замеры. Замеры в темноте делать неудобно. Вот. Подсветка горит очень ярко. Ну, хорошо, наверное. Это очень хорошо. Так, что тут, давайте, так видно, не видно вам? А, хорошо, как раз видно. Приходится оглядываться. Сейчас сегодня немножко другую камеру взял. Так, куда нам цепануться, чтобы посмотреть-то? Так. Вот у нас что-то тут есть. Так, ну я думаю, 12 вольт у нас приходит. Так, я поближе подвинусь, не видно, просто мне не видно. Так, ребятки. А тут есть повреждения. Я изначально не заметил. Но у нас повреждения на тиконе. Возможно, от самореза. Странно. На тиконе повреждение, слышишь? Саморез попал. Прям в тикон. Да, я сразу не увидел, но вот на тиконе есть повреждения. Вот я не знаю, на камере, конечно, как показать это. Потому что там достаточно все очень мелко. Вот, ну попробую сейчас каким-то чудом вам показать. Вот, и не могу сфокусировать, поймать фокус. Ну вот, смотрите. Вот это место у нас вот здесь вот повреждения идут. Вокруг вот этого болтика идут повреждения. Ну вот. То есть, ну вот у нас 3 светодиода, и вот один из них мерцает. Так, пока. Дальше что сейчас будем делать? Сейчас мне надо будет информацию по данному тикону найти. Вот, пока видео поставлю приостановлю, и потом дальше продолжим. Оп. Угу. Так, все, камеру мы настроили. Так. Ну вот, ребятки, теперь давайте я вам расскажу, что тут произошло. Получается, вкратце, у нас в этом районе были повреждения скола. Светодиод под маркировкой LED3 у нас мерцал. Там были скачкообразные поднятия напряжений. После замеров я обнаружил, что конденсаторы треснутые. Вот эти 2 конденсатора треснутые, я их снял. Напряжение стабилизировалось. И в принципе у нас картинка появилась. Сейчас мы установим конденсаторы. Потом обработаем вот здесь вот поврежденный лак
замажем его зеленкой. Ну и в принципе на этом ремонт у нас будет завершен. Конечно, остается загадкой, каким образом появились вот эти повреждения на тыконе. Но я сейчас потом еще крышку осмотрю внимательно, подумаю над этим. Вот сейчас хочу как бы пока кондерчики вот с моей любимой платкой. Вот это моя любимая донорская плата, я ее очень люблю. Я с нее прям вот обожаю кондерчики брать. Так. Сейчас я буду переставлять СМД конденсаторы с донорской платы на наш тыкон. Вот я пока подготовлю, нам 2 штучки надо, вот я 2 штучки подготовлю. Вот. Ну, поставим, потом будем тестировать. Ну, я думаю, на этом ремонт у нас завершится. Возможно, еще необходимо будет, может быть, вот я думаю, чтобы проверить все режимы работы, как работает телевизор. Так, все, конденсаторы мы поставили. Так. Сейчас промоем это место, почистим их хорошенько. Ну, и я думаю, на этом все. Вот, что хочу сказать. Вот этот светодиод маркировка LED3 сигнализирует о том, что поднимается напряжение АВДД на тыконе. Оно должно быть примерно в районе 12-13 вольт. В этой точке контрольной для замеров у нас напряжение скакало от 3-4, то есть не поднималось. А заниженным оно не было. То есть и получается что-то далее, что пользуется, питается от этого напряжения, у нас, соответственно, просаживало. То есть, возможно, через какие-то узлы дальше может что-то, какую-то микросхему или еще что-то. Ну, я точно пока не смотрел, потому что я пошел чисто по глине проверять всю керамику и смотреть обвязки. Вот, и обнаружил как раз эти два волшебных конденсатора. Вот. Я рад, что ремонт у нас в принципе закончился. То есть мы локализовали проблему достаточно быстро. Вот. Но причиной всего вот этого является механическое повреждение, внешнее механическое повреждение. Я потом отдельно фотографию прикреплю, вот на этом моменте. Я прикреплю фотографию, посмотрите, как выглядит, как повреждение. Я специально побольше сфотографировал место. Вот, увидите повреждения, какие здесь есть. Ну и, соответственно, какие надо делать с этого вывода. Так, что еще хочу сказать. Ну, сейчас лаком все покрою, зеленочкой, ну... Так, куда я ее, конечно, спрятал, мне это интересно, где моя зеленка. Потому что я не думал, что у нас так все пойдет. Ну, в общем, сейчас зеленочкой покрою, поставлю. Ну, уже будем включаться, уже когда будет полностью все собрано. Ну и будем тестировать, смотреть на телевизор. Ну вот, друзья, ремонт в принципе закончен. Телевизор собран. Все работает. По поводу появления механического повреждения не могу сказать, что это было. Ну, что-то было. Что виновато всему этому, непонятно. Вот, ну, телевизор опломбирован от возможного вмешательства внутрь. Ну, я думаю, работать будет. Вот. Ждем, когда его заберет хозяин и будет смотреть свой любимый телевизор. Ладно, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. Все вопросы в комментариях под роликом. В общем, ребят, давайте. Всем хорошего настроения, удачи в ремонтах и хороших выходных. Все, пока-пока.